Приветствую всех, друзья! С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодняшняя наша встреча – это потоковое чтение Таро на судьбу, на ситуацию, подсказки, советы, инсайты и знаки судьбы на ближайшее будущее, которое связано, естественно, с тем, что было и с тем, что есть. Настройтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни. В ближайшие 30 минут, я вот ставлю часики здесь, вот сюда себя, их видно не будет, мы проведем с вами в потоке Таро для мужчин, для женщин. Ну и посмотрим, что посоветуют, может, карты, покажут, подскажут, расскажут для вас на будущее. Да. Давайте начнем. Кто на раскладе, да? С какой ситуации? У императора. Ну, либо на раскладе мужчина, сразу император, да, либо вопросы власти, либо вопросы денег, да, то есть у вас на первом месте может один из вопросов беспокоить, а может все сразу три, да. Мужчина, деньги, власть. Может быть, вы должны кому-то что-то, да. Император больше о власти и контроле, поэтому о всесильном контроле. Возможно, вам что-то нужно брать под контроль, какую-то ситуацию. Но это всегда форма и, ну, давайте так скажем, какую-то форму вам надо взять под контроль, ну и тратить на это усилия какие-то определенные, может быть, свои. Может, у вас этих усилий не хватает, сил, да, ресурсов не хватает, и вам нужно обращаться к кому-то для того, чтобы реализовать дополнительные силы, да. Ну, а если на отношения перенести, да, ситуацию вдруг у вас, ну, мужчина имеет над вами контроль, особенно над женщиной здесь. Посмотрим, какая вторая карта будет. Но, тем не менее, мужчина здесь имеет какую-то свою очень жесткую, незыблемую, устойчивую позицию, от которой отходить он, ну, пока не собирается. Как-то так. Следующая карта – Паж Пентаклей. У вас какие-то важные финансовые вопросы есть. Вопросы работы, особенно если у вас работа с государством связана. Ну, там, на государственной службе, например, вы на работе. Вопросы о ребенке могут быть. Вопросы с мужчиной, о детьми могут быть важные. Возможно, от какого-то важного человека в вашей жизни зависит работа, успех, деньги. Может быть, а тут у него такое прям, как будто бы биткоин, да. Может, вы биткоины майните, да, или не майните, но там, может, как-то с биржей связаны. Важный вопрос у вас, как минимум, материального характера, финансового в том числе, который может быть связан с мужчиной и зависит от мужчины каким-то образом или идет через мужчину. Ну и могут быть вопросы, актуальные вопросы с сыном связаны. Здесь все-таки мальчик больше, да. Но эта комбинация больше, если о ребенке, то о мальчике. Ну и вопросы отец и ребенок у вас могут быть актуальны. Ну, например, вы там судитесь, к примеру, да, они актуальны для вас. Ну, тут у вас вообще центральная карта двойка кубков. А двойка кубков у вас в центре событий, отношения, любовь, чувства, переживания, шансы, продолжение отношений и так далее. Сближение, открытость какая-то, открытие чего-то. И в центре вашей ситуации сейчас все равно мысли, чувства, планы, действия именно про отношения. Ну, или любовь, да. Ну, как минимум, может быть, долго ищете, перебираете варианты, связанные с мужчиной, с женщиной, да, вот просто перебираете эти варианты. Немножечко сдвинем карты, стол точнее. О, ну, у нас получается как бы не очень и видно, да. Вот так. Окей, ну давайте дальше, что тут еще идет. Тут десятка пентаклей. У вас в семье есть какой-то очень важный вопрос.
Вопрос наследства, вопрос примирения, вопрос недвижимости, вопрос продолжения, вопрос отцы и дети, матери и дети, вот такое. Это важно для вас. То есть, как минимум, ну вот я то, что вижу по картам, вам на здесь и сейчас было бы неплохо реализовать шанс все наладить в своей семье. Все-таки семейная карта. Ну, здесь больше и про, может быть, отца мужа, и про жену в том числе. Давайте дальше посмотрим. Ну и 5 мечей в перспективе вообще маячит какое-то. Давайте так, мы пока не будем говорить, что маячит. Ну, есть риски, давайте так скажем пока. Есть серьезные риски, связанные с тем, что ваши усилия по поводу тех аспектов, которые я перечислил здесь, могут не увенчаться успехом, но это пока риски. Даже если вы поставите на кон все. Где это все? В каких картах? А вот в этих. Ну и, ну как бы здесь вот, если по отношениям смотреть, совсем непонятно, конец или пауза. Совсем непонятно, будет ли продолжение примирения, а предчувствия и мысли дурные закрадываются. Это дурные предчувствия и дурные мысли. Хорошо. Давайте первое, что я хотел бы посмотреть в вашей ситуации. Какую позицию по отношению к вам занимает мужчина? Настройтесь на свою ситуацию с мужчиной и посмотрим его позиция по отношению к вам. Именно позиция, да. Мужчина по отношению к вам занимает позицию эго, то есть я первый, я на первом месте, я знаю, что делаю. Я буду управлять ситуацией, я буду манипулировать, в том числе партнершей или партнерами. Я главный, я центр вселенной, я пуп земли. Ну, тут вообще очень жесткая комбинация. Чуть ли я не разговариваю с высшими силами, да. Тут если единичку с 4 добавить, будет иерофант. Иерофант, основанный на императоре и маге. Можете себе представить, что это такое? То есть, ну, по сути, как бы голосом Бога говорю с тобою я, да, как бы вот так. То есть позиция мужчины по отношению к вам очень жесткая, четкая, эгоистичная и уверенная в себе. Если интерпретировать это на власть по отношению к вам, то власть хочет вами управлять. Это может быть власть мужчины здесь, а может быть власть власти, да, то есть, ну, например, у вас там с государственными структурами какие-то есть дела, то вот эти государственные или властные структуры пытаются взять вас под контроль, да, вот так. Какой шанс у вас открывается вот он открывается, какая есть возможность у вас в улучшении своего материального благосостояния или благополучия. Проверим эту карту. У вас есть возможность быстро что-то изменить и в лучшую сторону. Но если вы не побоитесь рискнуть, это риски. И если вы не будете медлить, то есть вы выиграете финансово в том случае, и в деньгах вы выиграете, если вы сделаете быстрый ход, да, и рискованный. Услышали. Хорошо. Какие чувства испытывает к вам загаданный человек? Настройтесь на своего загаданного человека. Здесь Луна, и эти чувства он либо не хочет открывать, либо эти чувства, вызваны какими-то негативными эмоциями. Часто это магическая карта. То есть, давайте так скажу, загаданный человек может испытывать к вам, и, скорее всего, испытывает по этой карте негативные чувства. Но вот чем они вызваны? Магией, может быть, какими-то связями, родовыми программами или ситуацией. Но эти чувства, эмоции негативные, но почему так?
да фиг его знает, почему так. Потому что мы по Луне ничего не видим и не понимаем, да, только ощущаем. Поэтому не самые лучшие чувства сейчас испытывает к вам загаданный человек. Рядом агрессивная карта достаточно, ну а маг может подразумевать и агрессивную магию на этом человеке. Как причина тогда, естественно, он будет. Но если, допустим, вы просто поссорились, то его эго с вами воюет, да, вот так. Поэтому, ну, тут уже отдельный разговор. Давайте посмотрим в перспективе. В вашем роду в перспективе оно как? Ну, этот род, он может быть или семья у вас, или еще что-нибудь, да, связанное с десяткой пентаклей. Десятка пентаклей всегда перспективы семьи. Всегда. Семейные перспективы, давайте так спросим. Ну, ваши семейные перспективы, они перспективны, прям карта перспектив выпадает. И вы можете наладить, но сразу есть сноска. Але, як кажуть, але є одне але. Здесь аркан 13, а 13 это надо все менять. То есть не поменяв все кардинально, да, кардинально, радикально, как вам удобно меняйте, да, но не поменяв все, вы вряд ли будете иметь ту перспективу, на которую, в принципе, могли бы рассчитывать. То есть шансы есть, но они есть при условии, ну, так уже дальше нельзя. Вот именно в такой структуре. По первой карте. Хорошо. Пятерка мечей. И она в перспективе. Это проигрыш в перспективе. Где вы можете проиграть в перспективе? В чем вы можете проиграть? В инициативе, в отстаивании своих интересов. Вы так можете и не рискнуть, и не понять, и не сделать, и не реализовать что-то. То есть вы проигрываете в действии, в скорости. Вот поэтому здесь и надо ускоряться, да. Ну и, может быть, это отстаивание своих интересов, своих каких-то перспектив. Давайте посмотрим, еще дополнительные карты положим по духу, да, и мы сегодня как-то духа упустили из виду. Давайте первое посмотрим. Дух говорит о том, что чтобы двигаться вперед, у тебя есть эта карта, тебе нужно осмыслить или осознать достижения, которые ты уже успел достичь. То есть нужно осознать, чтобы пойти вперед, нужно осознать, от чего ты уже успел добиться. Давайте еще одну карту сюда же. Дух говорит, что тебе нужно легче реагировать на все. Тебе нужно больше позитивных эмоций, больше отношений, флирта, любви, чувств, может быть, каких-то интриг. То есть тебе нужно больше легкости, больше, может быть, какое-то чувство тебя гнетет, и тебе нужно просто это чувство отсечь от себя. Тут отсекание, потери. А это чувство и удержание чувств на месте. Ну, по сути, как бы есть некая эмоция, которая тебя держит. И дух говорит, ну, эта эмоция просто заставляет тебя стоять на месте и не дает никакой свежести в твоей жизни. Вот такой идет поток. Хорошо. Есть ли магия на мужчине или от мужчины? Вы уже смотрите по своей ситуации. Я просто скажу да или нет. Вот мы проверяем эту карту. И она, допустим, вы чувствуете, например, как женщина, что этот мужчина на вас магичит. Или у вас такая ситуация, что непонятно, на мужчине магия есть или нет. Но вам надо определиться, вы в какую сторону смотрите, от него или на него. Есть ли магия? Ну, я не исключу, что эта магия есть, король мечей. Особенно, если она связана с мужчиной. Может ли магичить на вас мужчина по этой карте? Да. Могут ли магичить здесь на мужчину? В принципе, тоже да. Ответ да. Это карта военная, во-первых. Она о ясности, о целях, о направлениях, да, о защите, об агрессии. С одной стороны о защите, с другой об агрессии, да, что понимаете. И скорее да, чем нет. Ну, мы же не смотрим диагностику, то есть, ну, скорее да, король мечей все-таки защищается. Либо он защищается, либо его надо защищать, понимаете. Ну, либо он нападает на вас, потому что рядом карта инициативного нападения. Хорошо.
Сколько времени у вас есть в запасе, чтобы что-то реализовать? Какие дедлайны у вас, ну, допустим, в финансовом вопросе? Но вы можете сейчас концентрироваться на вопрос, например, на отношения с мужчиной или на борьбу с мужчиной или с ситуацией. Какие дедлайны? То есть сколько времени у вас есть в любом вопросе. Ну, я вам так скажу, времени у вас вообще нет. Вам нужно было это решить еще вчера. Поэтому я так скажу, сколько дней у вас есть, или сколько часов, или сколько минут. Не знаю, но чем раньше, тем лучше. Эта карта, она говорит, едь, действуй, иди, меняй, там, ну и так далее. То есть двигайся. Но она сама по себе, она не двигается, эта карта. Это карта стоящего автомобиля, а не едущего. Поэтому я скажу так. Ну, если взять дедлайны, то вам нужно было еще вчера, а на самом деле у вас оно, ну, в принципе, как бы, чем раньше, тем лучше. Давайте посмотрим, что это за луна здесь у вас в отношениях. С чем она связана, с кем она связана, да? Что за такая луна? Во-первых, она связана с мужчиной, она связана с чувствами, с отношениями, она связана с прошлым, и она связана с тем, как вы двигаетесь вперед. Эта луна связана с вами таким образом, что вы вперед не двигаетесь. Ну вот она. Здесь вы мало движетесь вперед. Ну и у вас может быть эмоциональный застой, депрессивные состояния разного там характера, да, там разной степени, разного уровня, да, ну, депрессия, она, в принципе, имеет какие-то свои стадии, да. Ну, хотя депрессия есть депрессия. Но, тем не менее, то есть, эта луна, это негативная карта все-таки, да, и сама карта ее подтверждает на негатив. Но ноги растут из прошлого, из отношений, из чувств, из переживаний, из мужчины, ну, и она влияет на перспективу. Влияет ли она на семью? Ну, да, семейные карты рядом, к сожалению. Хорошо, давайте посмотрим. А какие перспективы у вас в семье? Хотя они неплохие тут вроде бы когда. Ну вот посмотрим, насколько они неплохие. Перспектива у вас в семье – наладить чувства, наладить отношения. Можете ли вы встретить перспективного мужчину или женщину своей судьбы? В принципе, да. Но если этот вопрос действительно вам актуален на общем раскладе. Так, в принципе, это больше для таких пар семейных уже, да, прям семья нарисована. Ну, здесь может быть компромисс, 14-й аркан здесь четко прослеживается, и карты все в позитиве. Поэтому у вас в семье, ну, может быть и решение какой-то серьезной проблемы, как кармического узла, родовой программы, каких-то ссор, каких-то непоняток, каких-то проблем, связанных и с магией, и с энергетическим влиянием, и психоэмоциональным, и с физическим в том числе. Да? Особенно если у вас есть или был влиятельный отец, деспотичный отец, жесткий отец, особенно. Ну или отец-деспот с мечом, с волшебной палочкой, с властью, да, или замашками императора. Да, вот так. Хорошо, следующая карта у нас позиция будет, знаете, хочу посмотреть, за что вам не надо бороться. Именно не надо бороться. За чувства мужчины водной стихии, особенно водной стихии. Ну, то есть на первом месте за чувства мужчины бороться не надо. Особенно если этот мужчина король кубков. Король кубков чистый скорпион, ну и рыбка, и... Господи, вылетело с головы. Чистый скорпион, рыба и рак. Во. Ну вот они, видите, чувства. Особенно если это мужчина из прошлого. К сожалению, ну тут такая сама по себе колода, она специфичная. Но все здесь в этом ряду смотрит прошлое. В прошлое, в прошлое, в прошлое, в прошлое. Особенно если мужчина из прошлого. То есть за чувства мужчины из прошлого бороться вам не стоит. Хорошо. Мужчине тоже не стоит бороться, возможно, за чувства к женщине из прошлого. Ну, там уже смотрите, кто у вас партнер. Хорошо. Что новое на пороге, особенно в чувствах? Какая-то новизна. Смотрите, вот здесь был застой,
А здесь уже посвежее, и здесь что-то волнующее. А у вас на пороге, возможно, свежий мужчина, свежая женщина, прямо кобылица, и все это в год коня. Да? Так что эту лошадку вам надо поблагодарить, она вам пророчит успех, удачу в этом году на фронте личных отношений или на личном фронте. Окей. Давайте лошадку поставим в центр событий, пусть притягивает позитивные изменения в вашу судьбу. Какой мужчина на пороге? Давайте посмотрим. Король мечей. Давайте просмотрим. Если у вас есть король мечей, а у нас в этом раскладе 2 короля. Один будет король мечей, один король кубков. Вот мы и положим 2 карты. Что по отношению к вам у короля мечей, а что по отношению к вам у короля кубков сразу же. У короля мечей по отношению к вам финансовый вопрос. И вы для него можете быть как подарком судьбы, но имейте в виду, что вы можете для него также быть источником денег. Поэтому тут уже смотрите, если он из вас деньги не берет, значит вы ему подарок судьбы. А если берет, значит о каком подарке судьбы мы говорим здесь вообще. Да? Что у вас с королем кубков? С королем кубков у вас волшебная змея или волшебная монетка, то есть у вас шанс. И там у вас есть шанс, но здесь есть общий шанс, а здесь есть двоякий шанс. Здесь есть шанс в этом случае как потерять материальное, так и стать подарком. Да? Ну, а здесь просто шанс. И какая карта в приоритете? У меня нет из потока какой-то информации, я не могу вам сказать. Здесь нужно понимать, где вам резонирует больший приоритет. Ну, вы можете поставить на паузу, посмотреть на аркан, какая вам карта больше нравится. Вот с тем королем вам больше будет успеха. Хорошо. Давайте посмотрим, будет ли встреча в ближайшее время. Колесница. Рыцарь жезлов. Карта отдаления. Карта отдаления. Вряд ли в ближайшее время будет встреча. Стрелец у нас уже прошел, ближайший огненный месяц – это Овен. Не раньше Овна. Не раньше Овна. Ну, эта карта не о встрече, а наоборот о разъединении. 5 кубков. Что нужно отпустить, отсечь, отрезать, как негатив в вашей жизни? Какой негатив нужно отсекать или отвязывать от себя? Этот негатив связан с успехом какого-то человека, какого-то, может быть, успешного мужчины, особенно если он абьюзер, ну и особенно если он там вот я, эгоист, абьюзер, я на первом месте, и я вот только я и все, и больше никого. Поэтому вам нужно осечь энергию и влияние мужчины, который, возможно, может быть, за счет вас добивался успеха, а может быть, вы отдавали ему свою энергию, и благодаря этой энергии он достигал успеха, а вы нет. Вот это нужно отсекать. Хорошо, какие чувства на пороге? Ой, чувства здесь очень глобальные. Это карта вообще переходящих миров. Необыкновенные чувства. Умиротворяющие чувства. Чувства контакта, связи с чем-то, может быть, даже неземным. То есть давайте скажу, что на пороге освобождающие от земного неземные чувства. Вот так вот интересно. Хорошо, для мужчин какая кобылица на пороге? Ну, а женщина может быть... А как ваше эго должно быть, ну не должно, а желательно, как ваше эго желательно, чтобы проявлялось, да, в ближайшее время. Ну или в каком образе или амплуа вам надо предстать перед миром, чтобы привлечь внимание, да, вот так. Рыцарь Пентаклей, кармическая женщина на пороге для мужчин. И у мужчины в этой связи будет кармическая связь. На пороге женщина для брака и для серьезных отношений. Ну, а что желательно женщине здесь? В каком образе амплуа предстать перед партнером? Ну, здесь только нужно быть в образе трудяги такой, да, вот, ну, это служба.
Это кармическая отработка, поэтому, знаете, такая вот, надо быть в образе рабочей лошадки. А вот подходит вам этот образ рабочей лошадки или нет, я не знаю, но карты говорят об этом. Какой подарок судьбы или какой роскошный подарок готовит вам судьба? Вы, скорее всего, начнете избавляться от проблем, избавляться от нищеты, от проблем со здоровьем и от безденежья, от безработицы, да, или в бизнесе могут пойти дела на поправку, особенно если сейчас все плохо в тех аспектах, которые я вам перечислил в этой карте. Если у кого-то есть любовник или любовница, вот у вас вдруг, допустим, есть любовник-любовница, а что дальше? Если у вас есть любовница, укрепляются отношения. Если у вас есть любовник, тоже отношения могут укрепиться. Здесь особенно возможен мезальянс, да, в плане возрастного характера. Здесь женщина может быть старше, мужчина младше. Ну и неважно даже, как и мужчина может быть старше, в принципе. Но отношения укрепляются, и даже символически половина. Да? Хорошо. Чего по-настоящему добивается от вас загаданный человек, особенно если он мужчина огненной стихии, особенно если он лев, стрелец или овен. Чего он добивается? Добивается от вас энергии, то есть этому человеку нужна ваша энергия и нужны чувства влюбленности, поэтому он как минимум вас подвампиривает. А вот в хорошем аспекте или в плохом вы можете написать, вампирит он вас по белому или по черному. Как минимум добивается чувств и влюбленности. В какую реальность вы открываете себе перспективу? Вы открываете себе перспективу в реальность, где вам комфортно, прежде всего вам, но вместе с вами комфортно и мужчине или человеку, к которому вы стремитесь. То есть вы открываете для себя дверь в комфортную, перспективную реальность. Очень хорошо. Какой шанс у вас есть по этой карте, в каком бы контексте вы ее не рассматривали в этой паре? У вас есть шанс найти покровителя, спонсора или стать им. У вас есть шанс хорошо распределить материальные средства, рассчитаться с долгами или забрать долги. Ну и какое кармическое испытание у вас на пороге? Давайте посмотрим. 13-й аркан – это кармическое испытание, которое мы смотрели вот здесь в комбинации 13. Что-то может измениться в вашей семье. Что приходит, что уходит и чем сердце успокоится? Приходит в вашу жизнь финансовая стабильность, возвращение долгов, ну или расчет с какими-то долгами. Если вы хотели что-то купить или продать, скорее всего, у вас получится купить или продать, особенно купить. Это больше купить, чем продать. Но опять-таки, если вы хотите что-то продать по этой карте тяжелее, чем купить, но у вас открывается поток. Поэтому и купить, и продать у вас получается. Что уходит? Что уходит? А уходит страшный суд. А страшный суд – это уходит очень сильная привязка к чему-то материальному. Поэтому у вас продать получится. Вот поэтому у вас получится продать. Уходит нужда, уходит безденежье, открывается финансовый канал. Не исключаю, что это открытие финансового канала произойдет благодаря чистке какой-то, да, или серии чисток. И у вас открываются возможности изменить свой мир без такой жесткой привязки к материальному, а с переходом и связью материального и духовного, получая в результате то, чем сердце успокоится. А сердце успокоится здоровьем, достатком, благоденствием, успехом, красотой, красивой женщиной и хорошим статусом рядом з надіжним статусним мужчиною. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, до зустрічі, па-па.